Одесская пицца от одесской бабушки с Молдаванки. Добрый день, друзья, с вами Одессит на кухне. Приглашаю вас на нашу уютную одесскую кухню. И мы будем готовить этот рецепт. Этому рецепту меня научила действительно не моя бабушка, но бабушка с Вегера, с Молдаваночки, ее соседка. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Да-да, ребята, не смотрите, у нее все это было. Много зелени, здесь петрушка. Давайте начнем с красивого. Я понимаю, что кинулось сразу в глаза. Здесь петрушка, укропчик, базилик, кинза, сладкий перец, острый перец, красный лук, лимончик, лук обычный, зеленый острый перец. Я сказал уже красный, помидорочка. Дальше давайте здесь. У нас, конечно, соль, перец нам надо будет. Томатная паста, чесночок, 2 вида фарша. Вот у нее всегда было 2 вида фарша. Рубик, свинина, говядина, у меня сегодня свинина, баранина. Любые два вида фарша. Сырочек и, конечно, большие-большие лепешки. Она тогда сама пекла. Но я сегодня обленился, взял турецкий круглый лаваш и сделаю. Она вот точно такие же пекла лепешки, просто на большой такой сковородке чугунной. Все, я пошагово вместе с вами воплощу это блюдо в жизнь. Готовьте продукты. Ребята, подготовьте мясорубочку. Нам нужна крупная решетка на мясорубке. И мы сейчас подготовим, почистим перчик, очистим. Лук у нас уже почищенный, в общем-то. И будем готовить. Зелень нам нужна вся почиста. Тоже по пучку зелени я вот здесь приготовил. И будем пропускать вот это через мясорубочку. А дальше, и чесночок не забудьте. Ребята, все опишу на килограмм. Вот у меня здесь килограмм, я все продукты оставлю в описании видео полностью по граммовочкам, сколько чего. Чесночка я почищу 8-10 зубчиков. Все, готовим это. Ну, зелень можно не прятать, потому что мы сейчас его будем пропускать через мясорубку. Ребята, все подготовил, нарезал, перчик очистил, зелень помыл, чесночок почистил. Все пропускаем на крупную мясорубку. Ребята, чтобы не жужжать вам на ухо, пропущу, вернусь к вам. Но перед этим я отправляю в мисочку наш фарш, уже свиной и бараний. Все. И на него уже все туда пропускаю. Все, посмотрите, какая красотень, ребята. Просто ноги или грибы, я не знаю, как она красиво смотрится. И мы сюда отправляем томатик. Шлеп. Все. Солим, перчим и перемешиваем. Тщательно, хорошо перемешиваем. По вкусу пробуем, потому что здесь зелень, ребята, соли нужно больше. Ну и, соответственно, перчика по вкусу черного. Ребята, посмотрите, какие у меня сегодня кругляшки, лаваши. Это двухслойный лаваш. Пишите в комментариях, я вам расскажу, где купить это в Одессе. Настоящий. Можно просто аккуратно острым ножом разрезать и сделать хорошую пету. Но мы сегодня делаем, конечно, пиццу одесскую. Вот так вот вылаживаем. Можно тесто делать свое. Если надо, для теста тоже скину. Пишите в комментариях, кому надо, кстати, тесто для одесской пиццы. Я сразу скажу, бабушка с Вегера готовила свое тесто. Конечно, у нее не было тогда лавашей. Я был совсем пиздрюком маленьким. Мне было лет где-то 11-12. Вот. И она делала свое тесто, раскатывала, жарила на этой же большой сковородочке. И потом это все дело запекала в духовочке. Духовочку мы разогреваем. Для чего я это говорю? До 170, до 180 градусов. И теперь хорошим слоем, ничего, ни кетчупа не надо, ничего. Просто вот этот наш фарш. Ребят, заметьте. Кстати, фарш должен быть немножечко жиденький. Не то, что он такой густой. А для меня, мне хватило, допустим, моих овощей, лука, всего остального сока, да, для этого. Если у вас такой фарш, который, ну, он должен быть такой вот жиденький, вот, ребят. Если не хватило, немножечко там добавьте чего-нибудь, вина, к примеру, хорошего, сухого, ну, либо водички. И аккуратненько вот так вот
распространяем хорошим, ну не сильно толстым, но хорошим слоем. Сейчас распространяем по всему периметру. Добавляем фарш, не жалеем. В Одессе никогда ничего не жалели, особенно мясо. И вот что у нас получилось. Ребята, не могу я вам, меня дети смотрят. Все, в духовочку на 170-180 градусов. Ну, на минут, ну, наверное, где-то 15-20. И посмотрим. Если надо, я вернусь к вам и скажу, надо еще поставить на 5 минут. И наша пицца запекается в духовочке, конечно, от одесской бабушки с Молдаванки. И анекдот из жизни. Недавно скачал Библию. Там вверху, в электронном виде, там вверху очень много менюшек разных. И вот одна из них называется «Связаться с автором». Что-то мне стрёмно на нее нажимать. И всегда вот эта бабушка моей подружки, я почему называю бабушка, потому что моя бабушка, это подружка ее, бабушка, готовила всегда к этой пицце немножечко ингредиентов, которые нужно подготовить, пока она выпекается в духовке. Это, конечно, лук, ребята, лимон, перчик и все остальное. Лучочек мы нарезаем. И она всегда говорила, говорит, лучок всегда берите синий, как мой муж. Говорит, тогда он смачный. Вот так вот. Полукольцами. Тоненькими полукольцами нарезаем лучочек. Вон тарелочку подготовили, все готовим в эту тарелочку. И она говорила, лимончик должен быть нарезан крупно. Но не сильно, чтобы его можно джмакать. Ну, по-одесски джмакать это выдавливать. Нарезаю, прямо как она. И здесь нужно порезать очень тоненько. Очень тоненько. Вот в этом случае очень-очень тоненько должно быть. Вот, видите какие. Просто на просвет. Режу дальше. И сырочек. Она всегда брала сырочек твердый, натирала. Говорила, ой, как хорошо, что я люблю сыр. И много она натирала, много сыра. И она говорила всегда, что еще можно и брынзочки натереть с привозика сладенько. А не соленая, не болгарская, а именно с привоза нашу одесскую сладкую брынзу. И последнее, что мы нарезаем, это перчик. Ребята, я беру кончики, где нету семечек. Вот если появились семечки, я даже разрезаю красный перец. Вот смотрю, если есть семечки, да, есть, я просто их убираю. Это значит очень острый перец. Ребята, смотрите всегда, если есть семечки на конце перца, значит это шокирующее состояние. А здесь я знаю, этот вообще, здесь можно вот тут чуть-чуть, уже семечка, видите? Почему я этот перец уже знаю, этот перец просто превышает все возможные него. О, как раз. И можно убрать эту семечку. Все. И меленько-меленько нарезаем. И тот, и другой. Очень меленько. Вот так вот. И вот она доставала такую прелесть. Ой, она, вам аромат не передать. Просто у меня нос уже... Ой, боже мой, боже мой. Так, берем, смотрите. Я вот так вот поставлю, наверное, чтобы всем было видно. Берем лучок сначала, немножечко. Распушаем так вот. По всему периметру распушаем. Вот так вот. Хорошо распушаем лучочек. Все, немного, ребят. Дальше немножко помидорок. Тоненьких, вот то, что я говорил, тоненьких. Вот так немножечко тоже. Потому что у нас томатная паста есть. Она всегда говорит, давайте больше томатной пасты, чтобы меньше ложить свежих помидор. Особенно в зимний период. Вот так вот. Все. Есть. Абсолютно. Перчика вы сами доложите себе, как вы хотите. И, конечно, как же пицца без сыра. О, вот так вот. Раз. И сырка сюда. Вот так вот. Немного.
Не надо вот как в итальянской пицце. Там. Чуть-чуть. Скромно. Потому что сыр тогда был очень дорогой. Как и сейчас. Все. Есть это дело. Ну, еще чуть-чуть положу сыра. Чисто для себя. Для вкусов. Я люблю сыр, ребята. Вы как? Напишите мне. Любите вы сыр или нет? Все. Здесь у нас смотрим. Смотрите. Вот берем. И она потом так шлеп. И заворачивала это все. Вот как я. Вот завернула. Вот так вот. И придавила. И подождать надо. Пару секунд. 2, 3, 5. Потому что мясо жареное. Ну, мы пока попробуем. Ребят. Посмотрите, какая красота. Посмотрите это. Просто красотища. Какой там... Вот это одесская пицца. Не закрытая. Не спешите. Она просто... А я теперь открываю. Смотрите, пару секунд. Открываю. И здесь вся начинка. Потом она что делала? Брала лимон. Ребята, берите лимон и выдавливайте. На это все. Оп! Выдавили. Одну скибочку. Другую скибочку. И еще третью скибочку. Обязательно. И я сейчас вам несколько фотографий сделаю. И, конечно, она опять же закрывала это. И мы будем с вами пробовать несколько фотографий. В открытом состоянии сделаю, в закрытом. Вернусь к вам и будем, конечно. Это просто божественно. И вот, вы видите перед собой настоящую одесскую пиццу. Шикарно, посмотрите, я сейчас подниму. Какой вид, какой вид, ребята. Нигде нету такой пиццы, как у нас. Что, будем пробовать? Смотрите, я просто закрываю ее. Можно разрезать. Вот, допустим, можно вот так поставить, видите. Разрезать, допустим, потом друг на друга. Ну, я всегда пробую, как тогда делали. Берем, разрываем на 2 части. Вот так вот. Оп. Смачно. Показываю вам разрыв. Посмотрите, какой разрыв. Смачный. И, конечно, будем ее пробовать. Опс. Берем. Аромат, запах. Ребята, это сладкий лук из южного региона. То, что находится в начинке, вам не передать. Сколько вы видели, что мы передали с душой и зелень, и мясо. И сыр. Это просто божественно. 3 укуса сделал. Это просто класс. Ребята, готовьте вместе с нами еще раз. Посмотрите. Такая прелесть. Я просто уже не могу разговаривать, потому что это просто шикарно. Шикарно, 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 как говорят в Одессе. Вы что-то можете сделать шикарное? Мы сделали шикарное. Это пицца из Одессы. От бабушки с одесского двора. А с вами была действительно кухня. С пальчиками, колокольчиками разбирайтесь. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Вам и вашим семьям здоровья, здоровья и здоровья. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.